Всем привет, вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить Baldur's Gate 3. Что со звуком? Все нормально? Не важно. Мы, я так понимаю, заканчиваем уже сейчас вторую. Да, мы заканчиваем. Я вроде со всеми поговорила. Я вроде все сделала. Так что давайте пойдем сходим в лунную башню. В лагерь, просто посмотреть, может кто-то что-то хочет поговорить. А потом уже пойдем тогда. Что такое, Вилл? Gods be damned. With that parasite in his brain, Father could wreak untold havoc in the Absolute's name. Should Baldur's Gate fall to the Absolute, every one of the coast cities will be ripe for the plucking. We're not just fighting for our cure, we're fighting for my father. We're fighting for the gate. We're fighting for all of Faerun. Да, мы сражаемся за весь Фейрун. Хорош. Короче, Рейвенгард в руках сектантов Абсолют. Куда они его отправят? Worms Rock Fortress. All travelers to Baldur's Gate. Крепость на Змеиной скале. Через нее проходят все, кто прибывает во врата. Штаб-квартира Огненного Кулака. Gods forbid a tadpole Grand Duke throw open the gates for them. Ну да, его папашу же заразили, кстати. Что тебе известно о Горташе и Орин? Имя Орин не говорит мне ничего, зато вот Горташа я знаю. Точнее сказать, я слышал о нем. Самозванный советник аристократа из врат Балдура. Ничтожество с претензиями на ведущую роль, по словам отца. Сам он никогда не пользовался ни услугами Горташа, ни тем паче его советами. Не помню ничего другого, но боюсь обо всем, что касается этих избранных, мы скоро узнаем куда больше, чем хотелось бы. Да в натуре. Мне Зора сказала, что ты можешь рассказать про свои пакты и изгнания. Пора мне наконец узнать правду. Да, но сперва вопрос. Если бы твой родной город осадили враги, чем бы ты пожертвовала ради его спасения? Мне кажется, конкретно Анап ничем не жертвовала. Потому что, потому что. Да пусть хоть дотла сожгли мне это что. Ну ладно, давайте второй вариант. Свою душу я бы не отдала, если ты об этом. Да, я об этом, и я отдал. Мне было 17. Отец Уэлдер Ревенгард, только недавно принявший титул великого герцога, уехал в Эльтуриэль, чтобы решить там какой-то спор. Вот тогда-то драконопоклонники решили напасть. Культ дракона, многоликая религия, в ней нет единства. Некоторые верующие убеждены, что рано или поздно миром станет править дракон. Другие поклоняются драконьей богине Тиамат и хотят призвать ее в Фейрун. Ага. Культ дракона проник во врата Балдура, но ради чего? Чтобы разорить город дотла и призвать королеву драконов. Через 10 дней после отъезда отца меня разбудил тихий шепот. Истребиный холм. Королева хаоса пробуждается, иди один. Я схватил рапиру, бросился туда. На небе не было ни облачка, при этом ни одна звезда не светилась. Сектанты собрались у подножия холма. Ты ощущаешь покалывание. Вилл хочет тебе показать, как все было. Позволить Виллу поделиться с тобой воспоминаниями. В зловещей тени 5 групп. По 5 молящихся в каждой окружают высоченные тотемы. На верхушке каждого из тотемов вырезана драконья голова, держащая в пасти массивный шар. Сектанты поют, сперва негромко, а потом их голоса переходят в надрывное завывание, обращенное к беззвездным небесам. Грохочет гром, ревет ветер, и белая драконья голова возникает в пучине бури. Ураган набирает силу, и Мизора прижимается губами к твоему уху. Она уничтожит врата Балдура. «Дай мне душу, и я дам тебе силу спасти город», — шепчет она. Отлично. She read the terms while 2 devils stood witness. And I said yes. 1 soul for 1 city.
Ну, короче, во-первых, он дал одобрение за то, что я позволила ему показать. Во-вторых, я не прошла проверку на религию. В-третьих, Мизора, конечно, хитрожопая, но неважно. Мизоре же наплевать на врата Балдура. Зачем она решила их спасать? Это было приказ Зарии или ее хозяйки. Тиамат заявила свои права, но Зария решила ей помешать. Ничего больше Мизора не объяснила. Ей важно было получить свою награду. Добавить в свой зверинец еще одного ручного колдуна. А что ж твой отец, великий герцог? He returned to an unsuspecting city and a wayward son with a smirking devil at his side. I tried to tell him the truth, but my mouth couldn't form the words. I'd led him to the battlefield, but Mizora had swept it clean. After, he said only one word. Go. So I did. Короче, папаша очень мило поступил, выгнав своего сына, который рассказал ему про то, что тут была полная жесть жопа, и мне пришлось это сделать, да, и он такой привел его, а там ничего нет. Нигде в городе, типа. И папаша такой, пошел отсюда. Хорош. Неплохо, not bad, так сказать. Пожертвовать душой ради спасения города — это смелый поступок. Я не знаю, ну да, допустим. Уже не знаю, насколько смелым я был, но уверен, что поступил правильно. Стоило дать согласие, и пламя верно полыхнуло во мне и исполнился гнили Диса. Он одобрил. The cultists choked on our poisons and burned from our flames. And when we were done, all that remained were 5 greyed orbs atop a pile of ash. My soul was bound, and my lips were sealed. Там ты лишился глаза в драке с драконопоклонниками? Да, единственный шрам, который я оттуда вынес. Твоя догадка была верна, разумеется. Мой новый глаз — это камень-передатчик, подарок Мизоры. С его помощью она отслеживает, где я нахожусь, и связывается со мной на расстоянии. Мы еще вернемся к этому разговорчику. Да, давай, сиди. О, ты, наверное, ненавидела отца за то, что он выставил тебя из города. Never. He did the only thing he could. In his eyes, I invited a devil into our midst. I was a fool at best, a traitor at worst, and Grand Duke Ravengard suffers neither. Очень мило. Я считаю, что его отец чуть-чуть неправильно поступил. Конечно, у него не было доказательств. Подожди, но все равно нет, херня какая-то. Ну, типа, Уилл спас город. Какой уж тут изменник, если он буквально, ну... Hello, вы чё? Ты скучаешь по своему отцу? More than you know. The better question is, did he ever miss me? If he did, he missed the Will Ravengard he once knew, not the hell-touched warlock he returned to. Ну, типа, правильнее было бы спросить, скучал ли он по мне, хотя если и да, то скучал он по Уиллу Рейвенгарду, которого знал, а не по колдуну, отмеченному преисподней, который сюда вернулся. Ну, какая-то херня, если честно. У тебя папаша не совсем правильно сформулировала, но это не важно. Суть в том, что Уилл, по сути, и по факту не изменился. Ну, окей, рога выросли, но это уже впоследствии, да, потом. А изначально у него даже внешка никак не менялась, когда он просто заключил контракт, окей. И сам факт, из-за чего он это сделал. Ну, не знаю, папашка его, по-моему, поступил хреново максимально. А мы с вами говорили со всеми или как? Походу. Так, окей, мы с тобой, походу, все уже. Что еще? О, боже. Смотри, сидит, что-то делает.
Я думаю, мы сделали по-настоящему доброе дело. Подарили этой земле, погруженной в черное отчаяние, каплю надежды. Да, да. Прикольно сделали. Ладно, все, погнали. Валим отсюда. Нам пора в третий акт. Что тут? Все? Все, идем. Благодаря тебе мы покидаем сердце Абсолют живыми и невредимыми. Победа над Кэтриком — это много, но после Кэтрика должны умереть и другие. Впереди еще немало битв, и победить в них будет нелегко. Тебе понадобятся союзники. Ну, если прям честно, я и без союзников справлюсь, но ладно, давай. Опять я ржу с того, как Астарион стоит, просто посмотрите на это. Охранник в магазине снова. Меня тревожит то, что я могу сделать со своими союзниками. Все, что ты можешь сделать с кем-то одним, уж точно не будет хуже того, что избранные собираются сделать со всеми. И только тебе под силу это предотвратить. У тебя есть все задатки и лидерки. Твои действия вдохновляют тех, кто рядом. Мудрость Джахейры будет тебе полезна. И ее орфисты тоже пригодятся. Сила и преданность Хальсина станут для тебя подспорьем в трудный час. Но если мы хотим победить, нам нужны будут и другие. Я поищу новых союзников в городе. Врата Балдура, возможно, еще не подозревают об этом, но их судьба тесно связана с нашей. Ищи на улицах тех, чьи цели совпадают с нашими, призывая их под наши знамена. Все вместе мы покончим с Абсолют, с избранными, со всем этим. Да, давай, отлично. Можно я перемещусь теперь? Спасибо. Что сказал? Да? Ну, пошли туда. Смотри, армии Абсолют здесь уже нет. Если вы... Я не помню, приходила. Я сюда не подходила, наверное, в тот раз, но тут были куча такие огромные лагеря гоблинов всяких, троллей, там, я не знаю, все подряд. Абсолютистов, короче. Так, вы готовы отправиться навстречу новым приключениям. Возможно, вы уже не сможете вернуться, прежде чем двигаться дальше. Не забудьте завершить все неоконченные дела. Вот здесь уже прям точка невозврата. Здесь с третьего акта, когда мы придем, мы уже не сможем ни во второй, ни в первый вернуться. Ну, как бы да. Меня заставляют спать. Это хорошо. О! Сюда. Дева Эйлин. Что ты обо мне знаешь? Ты говорила о моем прошлом. О том, как со мной гнались волки. Я никому не рассказывала об этом. Почти никому. Но с тобой я этим точно не делилась. Я не скажу тебе ничего нового, ты все это знаешь сама. Тебя обучали старательно, беспощадно, отсекая все, что не вписывалось в их планы. Они заставили тебя забыть. Я сама сделала этот выбор. Ради своей миссии, чтобы защитить. Тайный шар, да. Это старая песня, девочками. Твоя богиня куда больше дорожит своими секретами, чем своими слугами. Давай ближе к делу. Освободив меня, ты рассекла узы между мной и этим псом Тормом. Связь через боль, которую он мне причинил. Когда я увидела тебя, то ощутила похожие узы. Ты связана с двумя живыми существами где-то вдали от тебя. Позволь, я помогу тебе вспомнить. Ты ощущаешь касание разума Шэдоухарт на границе своего сознания. Тебе знакомо это ощущение. Оно хочет показать тебе то, что ей сейчас откроется. Открыть свой разум — это мое ощущение. Твое сознание соединяется с разумом Шэдоухарт. Вас обеих тянет куда-то прочь, увлекая все дальше и дальше. О!
Мужчинка. Упс. Искра вспыхивает в твоей памяти. Это знание о селенитских обрядах взросления, о том, как они оставляют детей в лесной чаще, чтобы те сами искали дорогу домой. Но одна девочка, похоже, так и не вернулась из леса. Ее похитили. Но кто это был? Тебе и так это известно. Разве ты себя в нем не узнала? Не признала собственную кровь? Мой отец? Это был он? Не был, он есть. Он все еще жив, и твоя мать тоже. Нет, не может быть, я сирота. А кто тебе это сказал? Твои приемные родители? Ты ни в чем не виновата. Ты была совсем крохой, тебе можно было внушить что угодно. Они тебя забрали, потому что хотели сломать и переделать заново. Но ты уже не ребенок. Ты женщина, и ты знаешь, как следует поступить. Мои родители. Я должна их спасти. Я помогу, давай. Твои родители сейчас с твоим похитителем. Тебе придется вернуться в их логово, но берегись. Когда-то ты считала их своими товарищами, наставниками, друзьями, подругами, близкими, но теперь все они твои враги. Ты получила предупреждение о том, что ждет тебя впереди, но не получила оружие. Копье ночи? Мне казалось, оно кануло в царстве теней. Мне удалось вернуть его, прежде чем оно навсегда пропало в темных владениях Шар. Шар с легкостью отбрасывает ненужное. Думаю, ты прекрасно это знаешь. Но когда я взлетела, ощутила его призыв. Если Шар считает что-то своим, это в равной мере принадлежит Селуне. Они одно. Их силы равны. И отражают друг друга. Возьми, оно может тебе пригодиться. А уж как с ним поступить, решай сама. Как ты это делала прежде. Мне не помешает никакое преимущество. Спасибо. Я отдаю долг. Ты вернула меня к жизни, а теперь иди и верни свою собственную. Шар все еще терзает тебя. Да чего же мстительное создание. Это не прекратится, пока ты сама не положишь этому конец. Сделай так, чтобы жертва твоих родителей оказалась не напрасной. Позволь лунной деве наконец указать тебе путь. Вот так вот. А Шэдоу Харта у нас по роду своих родителей Селунитка. Вот это. Я ждала твоего появления с великим нетерпением. Так, подойди ближе. Почувствуй, как от моего голоса дрожат твои кости, когда я славлю нашу победу. Лунная... Ага. Ketheric Thorm, traitor, apostle of Merkel, is dead at last. My mate, Моя ненаглядная супруга Изабель цела и невредима. Целая и невредимая вернулась она в мои объятия. Спасибо большое, вот это классно, хорошо пообщались. Мне раньше приходилось делать вещи, которых я стыжусь, но этим я горжусь. Горжусь нами. Давай. Это так и есть, вместе мы непобедимы. Файрун содрогается от нашего касания. Моя драгоценная Изабель хочет, чтобы мы остались с тобой. Я этому рада. Что ты собираешься делать со своей новообретенной свободой? Я свободна от пут, но не от обязательств. Темная троица восстала, и двое из них все еще грозят миру. Тебе придется дать им бой. Я помогу. Так, я все еще многого о тебе не знаю. Вопрошай, я отвечу.
Ты правда дочь Силуны? Разве не исходит от меня сияние матери моей? Разве не овеяна я ее славой? Сомнений быть не может. Я рождена от ее серебристой плоти, от небесного чрева. Так вот, да, она... Я так понимаю, что она полубогиня. Дева Эйлин, в смысле. Как ты оказалась в плену в царстве теней? Отец моей бесценной девочки. Поработитель девы Эйлин. Кэтрик Торм никогда мне не доверял, даже когда поклонялся умной деве. Он ревновал меня к Изабель, завидовал тому, как сильна наша с ней любовь. Когда она умерла, каждый из нас слил горькие слезы. Но боль Кэтрика была неуемна, и она не знала границ. В поисках утешения он обратился к проклятой Шар, госпоже Утрат. Она нашептывала ему дурное, отравляла разум. Вместе со своим омерзительным советником Бальтазаром Кэтрик заманил меня в царство теней. Там якобы нуждался кто-то в моей помощи. На самом деле меня ждала там адская клетка. Меня убивали, изничтожали, лишали жизни раз за разом бесконечно истесары всех видов и рангов. Я возрождалась, ибо такова моя природа. А Кэтрик все это время подпитывался моим бессмертием. Но теперь эта тварь мертва. Твоя мать не поможет нам в битве с Троицей мертвых? Так она уже помогла. Она послала тебе свой меч, деву Эйлин. Чудеса ее грандиозны, а мудрость велика. Вместе мы избавим эту славную землю от убийства и тирании. Мне даже ее доспехи нравятся, она классно выглядит очень. Ну, типа, она такая, боже, она такая классная. Просто посмотрите, еще эти крылья крутые. Ой, какая она крутая. Мне ее дизайн просто капец нравится. Изабель, привет. I can't believe Aelin is here. And my father. I heard what happened. What he'd become. By killing him. You set him free. You set Aelin free. And me. Вы с Эйлин, кажется, очень давно знакомы. Что произошло? A great deal. Много чего. Но некоторые подробности до сих пор от меня ускальзывают. Кэтрик Торм был моим отцом. Он воспитывал меня в служении Силуны, как и хотела моя мать. Для меня он был всем. Когда в наш маленький город прибыла посланница Силуны, мы были в экстазе. Дева Эйлин, дочь самой лунной девы. Скажи, мне, ты веришь в любовь с первого взгляда? Я не сомневаюсь, что ты влюбилась по уши. Ты прямо как мой отец говоришь. Дело не только в этом. Это была не влюбленность. Это была любовь. К счастью для меня, она разделяла мои чувства. Но мой отец сомневался. В конце концов, Эйлин ведь бессмертна. Я понимаю, это странно. Между нами не существует равенства, конечно. Но любить Эйлин было легко и естественно. Прямо как любить себя. А потом... И тут я до сих пор многого не понимаю. Я умерла. Пока что я не знаю как, почему. Но все стало черным черно. Дальше, помню, я проснулась рывком сразу. Ощутила затхлый запах воздуха, увидела тени, а затем лицо отца, так сильно изменившееся, так уродливо, искривленное. Он стал избранником Миркула. Тогда я этого не знала, но видела, как он переменился. Он сказал, что теперь мы будем вместе, сказал, что Эйлин умерла, и я не могла говорить, могла только бежать. В глубине тени я нашла последний свет, превратила его в убежище, молилась, чтобы отец меня не нашел. К тому времени, как появилась Джахира, я сопоставила достаточно фактов, чтобы понять, что пробыла мертвой целую 100 лет, и что все ужасы, творящиеся на этой земле, исходят от моего отца.
I couldn't tell her Я не who I могла was. признаться ей, кто я. I had to Мне protect нужно them. было защитить их и себя любой myself. ценой. No matter what. Это можно понять. It's all out in the Теперь open все на now. чистоту. And with my И со father смертью dead, отца мне I have больше nothing нечего to fear. бояться, разве что за Эйлин. Except Ей for нужно Aelin. исцеление, She отдых. needs healing, rest. I'm grateful Я for благодарна your тебе help. за помощь, за Your дружбу. friendship. Надеюсь, мы I hope не we злоупотребим won't твоим intrude on гостеприимством, hospitality too но long. я очень благодарна But за I'm это безопасное grateful for a пристанище, safe place где to- можно просто well, побыть. Just to be. О, какие милашки, я не могу, ей-богу. What's up for discussion? Меня не удивляет, что вера Шадоухар была основана на лжи. Обман — это суть того, что есть шар. Ого, сколько у нас сообщений тут. Когда ты впервые столкнулась с сектой Абсолют? Ко мне в город явился верный с двумя послушниками. Он проповедовал новое единство. Мензеберанзен — плохое место для таких проповедей. Я их прикончил и развесил трупы в своем саду. Декоративные трупы. Любопытное дизайнерское решение. И я бы выбрала трупы посимпатичнее, если бы думала об эстетике. Это было предупреждение против ереси. Однако одного предупреждения мне показалось мало. Я решила объявить войну этому дерзкому божеству и остальным его последователям. Кожа сморщивалась и отслаивалась с их безглазых черепов, а меня по-прежнему возмущала их дерзость. Мне надо было выяснить, откуда они взялись. И тот, кто их послал, рассчитывал, что мое любопытство превзойдет осторожность. Ты пошла по следам до лунных башен? Достаточно было простой некромантии, и трупы назвали место, куда нанести удар. Лунные башни. С учетом того, как мы познакомились, будет разумно предположить, что твой поход потерпел неудачу. Указывать мне на мои недостатки не всегда безопасно. Но сейчас правда на твоей стороне. В лунных башнях я потерпела величайшее поражение. К моему позору я оказалась повержена раньше, чем успела взяться за оружие. Я явилась в лунную башню с отрядом воинов и ассасинов, лучших, какие были в доме Баэндра. Я готовилась к бою, но обнаружила там стол, накрытый для пышного пира и прием достойной хозяйки дома. Кэтрик ожидал нас. Он ждал меня, но я попалась на его лесть. Могу понять, он оказал тебе прием, которого, по твоему мнению, ты заслуживала. Возможно, в таком случае я заслужила и все то, что случилось после. Кэтрик предложил заключить союз между лунными башнями и Мезон... Обожаю это слово. Он усадил меня во главе стола как почетную гостью. Конечно, я была настороже. На его месте я подсыпала бы в еду отраву. Но не угощением мне стоило опасаться. Опасаться стоило бледной женщины на другом конце стола. Мы едва приступили к трапезе, когда она первый раз подала голос. Я уловила лишь одно слово — мое имя. Затем стремительно, как молния, она вскочила на стол с кинжалами в обеих руках и помчалась ко мне, на бегу перерезая глотки моим воинам. Кстати, до этого она одобрила мой выбор. Да, она просто душка. Окей, мне страшно. Я не знаю, она воспримет мою... Да, она просто душка нормально? Нормально. Мало что в этом мире внушает мне страх. Орин это удалось. Кэтрик держал меня, сжал руку на плече так, что еще немного и треснула бы кость. Когда Орин оказалась передо мной, она коснулась острием кинжала моего глаза. Потекла кровавая слеза. «Это я хочу себе», — сказала она. Кэтрик кивнула, меня увели вниз.
Ты видела колонию, этот ужас. Орин держала меня там много дней и заставила смотреть, как моих бойцов превращали кого-то в еду, кого-то в рабов. А потом она своими руками всадила мне в глаз личинку. Давай, ты отомстишь. Остальное тебе известно не хуже, чем мне. В Дароще были и другие налеты, в основном на религиозные общины, на тех, кто отказывался принять новую веру. Потом мы встретились с тобой. Теперь я свободна. Она снова одобрила. Выбор про месть. Ты, наверное, рада, что Катрик мертв. Я не испытываю радости от его кончины. Невзирая на все свои недостатки, Катрик был выдающимся лидером. Все, что было в нем выдающегося, исчезло давным-давно. Человек, которого мы убили, был иссохшим обломком прошлого, исполненной горечи. Жизнь была к нему более жестока, чем смерть. Ничего удивительного, что он обрел силу в Миркуле. Мне кажется, он был человеком чести, но боги сделали из него игрушку. Сперва Шар со своей сестрицей, а после Троицы, которая стоит за Абсолют. Я могу этому посочувствовать. Он не заслуживает сочувствия, он был в ответе за все свои действия. Мы тоже. Если грядущая битва нас сломит, я надеюсь, что кто-то оплачет наш уход, невзирая на то, какие тела мы от себя оставим. Ого, а ты прям, я смотрю, какая-то по этому поводу, прям, смотри, у нее аж... Посмотри на ее лицо, она прям выглядит даже какой-то грустной. Ты чё? Это нормально? Мне любопытно узнать, что ты думаешь о наших спутниках. Быстрое сборище бродяг заблудших душ. Тебя интересует кто-то конкретно? Я вроде про всех спрашивал, нет? О, как ты относишься к Джахейре? У нее есть ум и сила. Она прирожденная лидерка и отличная бойчиня. Впечатляющая женщина. Жаль только, что она растрачивает весь свой опыт и таланты на нечто настолько ущербное, как эти ее арфисты. Их стремление к сохранению равновесия вызывает брезгливую жалость. Она не идеал, конечно, но намерение у нее самое доброе. It is precisely because they are perceived as good that they are so dangerous. Their intentions do more harm to the world than any warmonger could. Не знаю, слышали ли вы это или нет. То, как у меня под окном пронесся пердящий мотоциклист. Ну да ладно. Шадоухарт никогда не была настоящей питомицей Шар. Ее держали в плену. Она должна отомстить. Да-да. Давайте послушаем, что все они скажут, как серия пройдет. У нас опять серия разговорчиков. Ну, а что поделать? Похищенная из света, взращенная во тьме. А ты чё рот не открываешь? Он сейчас открывает. Shadowheart can follow its light, or she can retreat back into dusk. Стена наконец приоткрылась. Я сначала потеряла Карлах. Бедный Шадоухарт. Как же ее жизнь помотала. Мне всегда хотелось верить, что боги справедливы, но порой сомневаюсь. Да ну да, согласна. Ты хочешь поговорить, Шадоу? Ты не хочешь поговорить, я поняла. Ну и как бы хорошо. Сколько у нас времени? Нормально еще. Теперь Шадоухарт знает правду о своем прошлом, а знание — это оружие. Ну да. Старенчик. It's a quest to free Shadowheart's parents, is it? And here I was, worried I'd be the only one with a difficult family reunion waiting in the city.
Это волновался, что одного меня вкрутишь, что непристойная семейная встреча. Ну да, в натуре. Ладно, все, давайте спать. Все, я готова. Я готова. Я со всеми поговорила или нет? В общем, да. Все? Давайте, я скриню. Автосохранение, прекрасно. А мы где? Shadowheart, ты чё? Господи. Почему мы вообще спим тут? Мы должны в другом месте быть, нет? Ладно, давай. Мне лгали всю мою жизнь. Я была так доверчива, что ни разу не усомнилась. Мои родители живы, я должна их спасти. Думаю, какая-то часть меня всегда это знала. Та часть, в которой Шар всегда мне отказывала. Тебя заставляли жить во лжи, зато сейчас правда начинает проявляться. Это так. Но правда может оказаться болезненной. Кто знает, что еще скрывает от меня Шар. Нам стоит поднажать и надеяться, что в нужные минуты мы будем готовы. Но прежде мне надо кое о чем позаботиться. Делай, что считаешь нужным. Скоро узнаешь. Пока просто позволь мне сделать то, что я считаю нужным. Да, я только что тебе это сказала. Давай, иди делай, что считаешь нужным. Мне, типа, чуть-чуть насрать. А ты что тут стоишь? А ты что тут стоишь? Ты что тут делаешь? Ты вообще там должна стоять. Ты что сюда пришла? Ладно, окей. Shadowheart, можно взять тебя на секундочку? Спасибо большое. Так, давай, мне надо что сделать? Вот это. Вот так вот. Дальше вот это вот сюда вот. Защитные узы. Вот сюда. Защита от яда вот сюда. Кстати, свободу движения всем бы дать. Да, и вот это дай свободу движений. Так, кто еще? Ага, и давай еще Старену дай свободу движений тогда. А, и защиту от смерти дай ему тоже. Да, я накладываю все эти, которые могу, потому что просто. Ну а шо? Так, что еще? Теперь вилла возьму. Так, а ты иди и наложи на Лаэзелю. Кого? Защитные узы. Свободу движений. Вот это. Что там еще? Что еще на кого? Защита от смерти на меня. Да? И все. И все. Все правильно, все сделала. Защита от яда, все тоже есть, окей. Все, мы готовы. Мы готовы, идем. Выходим отсюда. Проклятие снято, земли очищены от теней. Правление живого мертвеца Кэтрика пришел конец. Правлению. Твоя храбрость прошла тяжелые испытания, и вот тебе наконец удалось одержать победу. Грабать вы в ногу идете. Все уже не идет. Хотелось бы на самом деле увидеть больше без теней второго акта. Типа жалко, что нам не дали посмотреть, как оно выглядит. О, я люблю эту катсцену.
Молчу. Sergeant, if you are here, I presume Wern's Rock is secure, and preparations for my inauguration are complete. No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord, but there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the flaming fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties, duties, duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping and yes sir, no sir, rip and cut your throat, sir. Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the Prism Bearers to kill Ketheric. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. My prodigal bloodkin is among them. They live. Barely. После встречи со мной посмеет вернуться, сниму всю шкуру на ремни. And if they dare return, I will strip out their offal. Блин, мне так нравится Орин, капец. Я не знаю почему, но она очень крутая, как... Не знаю, мне нравится, как она прописана. Очень нравится. И строится я, наверное, больше всего люблю Орин в плане вот именно ее как героиню. Она такая дикая, прям капец. Бешеная. Ну, классно. Подаль от лагеря ждет в тревожной тишине город. До него остался всего один сон. Слышишь, сон? Я уже всех напичкала бафами. О, моя Тима. И богу, такие милахи. Так. Что это такое? Переполняющее блаженство. Охвачена неописуемой радостью. А, это у меня эта фигня, я поняла, да. О, хотите прикол, хотите прикол. В первом акте я вам показывала, где можно юзнуть песню, да? В первом акте в самом начальном лагере за скалой, за спиной Астариана на скалу запрыгнуть, вот там будет музычка. А теперь давайте подойдем сюда, здесь она тоже будет, обожаю ее. Красиво, да? Как красиво. У меня еще магия светится так вокруг. Я обожаю эту песню, просто обожаю, готова ее слушать часами. Я не хочу отходить отсюда. Так. Решила посмотреть, что у меня хоть есть пока что. Если тебе нужно завершить какие-то дела, прежде чем мы отправимся в путь, то займись этим. Дорога к вратам Балдура долгая. Эй, мы нужны городу. Ой, а вы что тут делаете? Извиняюсь.
painful truths have been Шадоухарт thrust открылась upon страшная Shadowheart. истина. Это больно, но я верю, I ей believe достанется she's силы strong перенести enough to боль. endure. But her path will be easier with our support. А наша помощь ее поддержит. Так, мне кажется, мы еще толком не познакомились. What would you like to know? Что бы тебе хотелось узнать? Не пойми меня неправильно, но для эльфа ты уж больно здоровенный. А еще у него волосатость присутствует. А насколько я знаю, по D&D, если я не ошибаюсь, у эльфов, по крайней мере, у полноценных эльфов, не полуэльфов, у них отсутствует волосяной покров на теле, кроме головы. Если я не ошибаюсь, то так. I am? Trust me, it's Поверь been мне, said. я это уже слышал. You show more Тебе до сих restraint пор than удавалось most in избегать avoiding этой the темы subject гораздо лучше until многих. now. Если тебе неприятно, мы не обязаны об этом говорить. It's a natural question, but Это I don't естественный have a вопрос, good но я боюсь, answer, что и сам I'm не afraid. знаю. Может быть, какая-то из Perhaps моих there's an прапрапрабабушек half-orc согрешила с buried полуорком. somewhere in my ancestry. Or perhaps not. Может, нет. Sometimes I think conventional wisdom is too narrow about what Иногда someone думаю, что мнение can or большинства cannot слишком be. ограничивает варианты того, кем можно и нельзя Stranger быть. things have most certainly happened. Так, почему ты стал друидом? I had a friend when I was young, long ago. He played with me in the forests where I grew up. But eventually, I realized no one else had heard of him. It was Thaniel, of course. Nature was my very first friend. I get older, but he hasn't changed a day. I knew then that I had to be more than a companion to him. I had to be a protector. У тебя есть где-нибудь кто-то? Родные, друзья, любимые? You're not a doppelganger, are Точно you? не Trying to доппелгангера, а? study me to learn Вдруг all my пытаешься обо мне secrets все so you вызнать, can чтобы take потом my занять мое place? место? Save for me. Все мои родные, My кроме line меня, умерли perished a long давным-давно. time ago. They rest in High Forest now, near the shade of the grandfather tree. The Grove became my family, with Sylvanas as my teacher. And now I have you. Теперь у меня есть ты. Как мило. Соболезную. It was a long time ago. The wounds don't heal, Соболезную, but что they я есть у become тебя. more bearable. Ты не ответил про любовь. I'm Мне 350 350 лет. Of course, there have Конечно been же, я others. любил когда-то. Just because I love Моя любовь nature к природе doesn't не mean I'm означает, что я на ней betrothed to it. женат. Хотя порой No, природа требует sometimes. напоминаний. Nature needs reminding. Погоди-ка, что именно иногда нужно напоминать природе? Well, Что ж, I didn't этот pick шрам this я получил scar не в up бою. in battle. Я был в зверином обличии, но забыл, что в это время года Only I медведи forgot особенно it was the season общительны. when bears are particularly social. Одна медведица A предъявила на she-bear меня claimed права. me as her own Я совсем не and обрадовалась, когда did ее not отвергли. appreciate being spurned. Не надо мне тут загадок, у тебя сейчас кто-нибудь есть? Right now, I bed down alone, I'm afraid. Perhaps once I talk less of curses and parasites, my fortunes will improve. Короче, нет у него никого. А теперь расскажи мне что-нибудь о себе такое, что мне и в голову не придет спросить. I suppose Полагаю, you если я wouldn't be скажу, что shocked to люблю learn I природу love животных, тебя это не animals and слишком nature. шокирует. I know. Well-trodden territory. Well then, let's see. Я люблю вырезать из whittle in дерева, my обожаю spare time. сладости. And I've something of a Хотя все sweet смеются, tooth. когда я говорю, что люблю мед. Although everyone's very amused when I say Ну, I реально. like honey. Окей. То есть ты медведь-оборотень не любишь мед, немного банально. Так. Вырезать из дерева, что ты вырезаешь? Ornaments, utensils, and ducks. Уток. I like ducks. Люблю уток, говорит. То есть ты медведь-оборотень не любишь мед. Немного банально. Нет, это я не буду отвечать. Хочу ответить, как тебе повезло. Ты знаешь, что тебе нравится, и наплевать, что думают остальные. You're right. Sometimes I think people look at me and imagine my feelings can't be hurt. А спасибо, что рассказал, получается. Thank me by returning the favor, why don't you? Come on. I'm sure you've something better than carving wooden ducks. Он спрашивает про меня. Давайте почитаем, что тут есть. Я до смерти боюсь кракенов, хотя видеть их вживую мне не доводилось. Кстати, я подтветила это.
Я знаю о себе слишком мало, мне нечего сказать, ничего, и в половину столь же очаровательного я рассказать не могу, там все сплошь кровь и гниль. Не думаю, что у меня за душой что-то интересное. Ну, или третье, мне нравится первое и третье. Давай третье. Oh, well. Your choice, of course. Эй, Anytime. чё? Как я справляюсь, по твоему мнению? Given the circumstances, you're faring as well as can be expected, I suppose. Отлично. Пойдем дальше. У нас сегодня реально серия разговоров. Ну, при переходе на третий акт, как бы да, аналогично. О, Вилл, Well met. ты не хочешь поговорить даже? Что, вы не хотите даже поговорить? Все? Говори ты. А, ну и все туда. Ты. Тоже ничего. Ну ладно. Тут у нас Карлушка. Эти стоят. Карты рассматривает. О, Гейл. Что по времени у нас капец. Всю серию потратили на разговоры. Ну ладно. Я должен был пожертвовать собой, чтобы остановить Абсолют. Но, если честно, оказался к этому не готов. Я рад, что ничего не сделал, с учетом всего, что там скрылось. Карлах, ты тут, да? О чем ты? Нет. Дать ему шанс, короче. Старший мозг, точнее, корону, которая на нем была. Хотя я не видела ее своими глазами, я ее почувствовал. Нетирийская магия такая чистая и такая совершенная, что я сперва не поверил своим ощущениям. Большинство нетирийских артефактов сохранили лишь слабый отголосок своего прежнего могущества. Призрак тени воспоминания. Но эта корона другая. Не могу даже вообразить, как уцелело такое чудо. Все подобные артефакты погибли вместе с Нетирилом, но неважно. Корона существует, я должен узнать о ней больше. Постой, не спеши, с чего вдруг эта корона стала такой важной? Эта корона венчает исполинский старший мозг, нацеленный на уничтожение нас самих и всего, что нам дорого. Если мы будем точно знать, с чем имеем дело, это поможет нам победить. Нам нужно узнать больше о том, что мы видели. О таком могущественном артефакте, как эта корона, где-то должны быть записи. Кстати, мы скоро будем неподалеку от лавки волшебной принадлежности. У них там лучшая коллекция книг по магии, если не считать свечной цитадели. Мне надо сходить туда, посмотреть, что удастся найти. Отличная мысль. На собрании редкостных фолиантов не имеет себе равных. Одобрил, кстати. Капец, ты вдохновился, слушай. Хорош. Чего не скажешь. The gate is closed, as is Cazador. Cazador and his rite of profane ascension. An imperial soiree, attended by devils and spawn alike. A grand ceremony to honor one exalted vampiric master. Силе. And elevate him to an unfathomable station. To place him in a position of such esteem. The world will yearn to kneel and offer their necks. О боже, Стариан, ты такой, я не знаю, он такой драматично-театральный, и мне нравится. Так, и оттуда он такой высокочтимый, станет гладить на мир, простершись у его ног, где каждый готов сам подставить ему шею. Это он про Казадора. Звучит так, будто ты ему завидуешь. Да, не дурное положение, мы должны остановить его. Думаешь, мы сможем победить? Хватит ли нам сил? Не дурное положение, давай так. Значит, наши мысли сходятся. Если выдастся такой миг, когда... Ага. Если выдастся такой миг, когда я смогу на один шаг опередить его, я займу его место так быстро, что его кровь не успеет запятнать пол.
Даже не знаю, Рафаил сказал, что черное мясо событие дьявольски смертельное. Doesn't it sound delightful? For the lucky little vampire on the winning side. After 200 years of shit, pure shit, I think I deserve something better. О боже, после 2 столетий жизни по уши в дерьме, в беспросветном дерьме я заслужил хоть что-то хорошее. Боже, Астарион. Я не знаю, что это такое. Для меня самое главное, чтобы у тебя все было хорошо. Свобода не то же самое, что власть. Убийца не достоин никакого уважения, не забегай вперед, ты прав. Первое неплохо, второе неплохо. Первое и второе мне нравится. Я не знаю. Первое типа более мило. Второе более правдиво. Давай второе. Это в ее природе как-то. Ну, не природе, а в ее стиле. Свобода не то же самое, что власть. All I'm saying is, let's be clever about it. If an opportunity arises for me to become a more magnificent bastard than I already am, why turn it down? Let's find out more about the ritual before we waltz into Cazador's front door. If we track down my old comrades, the other spawn, we may discover more and be finally positioned for yours truly to ascend. Да, Сталин, мы поняли, что хочешь вознестись. Если только ты уверен, что тебе не будет слишком тяжело снова встретиться с ними, милый. Боже, милый. Смешно. Я буду с тобой до конца. Давай я буду с тобой до конца. Ну, первое тоже мило, но не в ее стиле снова же. My, you sweetheart. Then there isn't a moment to waste. If we don't find my brethren, they'll find us. Если мы не отыщем их собратьев, они сами к нам явятся, вероятно, с клыками наголо. Лучше первыми добраться до них и развязать их славные язычки. Он так смешно сказал pretty. Он очень смешно сказал pretty. Он прям так, не знаю, выговорил чётенько. Давай помогу нас. Получается, что... Ладно, потом поцелуйчик надо будет вытянуть. Эти тут в порядке, да? Что у нас по времени? 57 минут, пошли спать. Нормально. Better not be cursed. События последних дней лежат у тебя на душе тяжким грузом. Сон никак не идет, голова полна сумбурных мыслей. Абсолют не божество, а старший мозг, находящийся под контролем избранных троицы мертвых. Они намерены с его помощью подчинить себе все побережье мечей. Все, в ком есть личинка, управляются мозгом и, как следствие, избранными. Всего лишь один приказ, и все они превратятся в свежевателей разума. Их будет целая армия. Такая участь ожидала бы и тебя, если бы не астральная призма и таинственный гость из нее. С его помощью тебе удалось раскрыть истинные цели культа. План захвата власти, разработанный... Вместе у вас хватит сил сорвать замыслы троицы мертвых. Если ты пройдешь этот путь до конца, старший мозг будет подчиняться не избранным, а лишь тебе. Потом что? Ты совершенно не контролируешь свои порывы. Сможешь ли ты хотя бы отдавать себе отчет в своих поступках? Избавишь ли ты верных от их паразитов и религиозных заблуждений или используешь новообретенную силу ради собственной выгоды? Итак, этот мир ждет жестокая участь, доселе еще не видано. Не-не-не, это нам на плохое прохождение. Я найду способ противиться своим прихотям. Я всего лишь хочу избавиться от этого паразита, сделаю ради этого все необходимое. Я добьюсь успеха там, где избранные потерпят крах, буду править миром. Когда пробьет час, я поступлю так, как будет правильно. Я избавлю от этого зла всех и до единого. Стану героиней, спасшей врата Балдура. Погнали, знаешь что, погнали в
Я найду способ противиться своим прихотям. Ты шепотом произносишь эти слова, но знаешь, что это лишь намерение. И темным устремлениям, гнездившимся в твоей душе, до них нет никакого дела. Долго ждать не придется. А сейчас остается только спать. Но сон к тебе не идет. Голос Абсолют. Приветики. Нам не обязательно стримить драться, если что. 3 хода, ну бывает. 3 хода это хорошо. Нам вообще не обязательно стримить драться, от слова совсем. Типа... Просто берем, используем туманный шаг, вот. Кто подальше отсюда. И заходим в астральную просвечку. Все готово. Сталин. That orb is about to erupt! И ты. Оу. Но красиво. Где наш хранитель снов? Просит помощи наш хранитель снов. Давай в бой, так в бой. Мне впадлу сдалека лупить, я решила, что сейчас отсюда прям. Я? А, ну да, я. Давай я. А, так она тут... А, их тут 2. Вот так. А почему ты? Она убила всех моих мы. Ты что, на приколе? Ну, не моих мы, но неважно. Сфига ли ты их вообще трогаешь? Чуешь, ты шо? Скотыняка. Ладно. Ну все. И... Ась. Давай еще покушай. А, у меня пропали все мои бафы, блин, я зря их делала тогда. Ну да. Логично. Не знаю, слышали вы это или нет, но надеюсь, что нет. Наконец-то перейти до черепа. Но это понятно. Дайте, я хочу посмотреть. Это мне лут. Скрижаль с письменами, с письменами к Дьянке. Я хочу.
Рисунок на этой скрижали был высечен с такой силой, что художник чуть не пробил скрижаль насквозь. В центре, в окружении разнообразных заклинаний и оружия, изображена одинокая фигура со склоненной головой и раскинутыми руками, за которой они прикованы к двум скалам. Окей. Да я знаю, что я тебе нужна, но ты вообще-то подожди, я тут занята немножко лутанием, может. В конце концов. Если нужна. Я понимаю. Я все понимаю, но это не в этот раз, так сказать. Видишь же, занята. Да, я знаю. Не надо мне это говорить. А вообще, знаете что? Давайте закончим в следующей серии. Сохранимся здесь. Спасибо вам, Твинчата, за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.